Сколько раз вы хотели бросить изучать русский язык? В этом видео я расскажу вам про 14 иллюзий, которые мешают изучать иностранный язык, а главное, мешают получать от этого удовольствие. Иллюзия или миф номер 1. Изучение языка — это быстро. Практически все хотят выучить язык побыстрее. Это не хорошо, это не плохо, это просто так. И, наверное, именно поэтому до сих пор самые популярные видео про изучение языка должны содержать в заголовке что-то типа «Как выучить русский язык за 1 месяц». Так вот, на самом деле никто никогда вам не может дать четкий срок, четкий период, дату, когда вы выучите русский язык. Возможно ли это выучить до конца какой-либо язык? Ну, это вопрос философский, а мы с вами переходим ко второй иллюзии. Я учу иностранный язык, чтобы чувствовать себя умным. Если вы начинаете изучать иностранный язык, вы должны прямо подготовить себя к тому, что вы будете чувствовать себя дураком на каждом этапе изучения этого языка. Я глупый, и я с этим окей, мне с этим комфортно. Вот это идеальное состояние, в котором нужно заходить в изучение языка. Кстати, об ошибках. Моя цель — говорить по-русски без акцента и не делать ошибок. Эта цель — это прямой и очень верный путь к разочарованию. К разочарованию в себе, в языке, вообще в процессе изучения иностранного языка. Про ошибки в целом и ошибки носителей языка я рассуждала в отдельном видео. И мое отношение к ошибкам как преподавателя и как человека, который изучает языки, вы можете посмотреть в отдельном видео. Что касается акцента, про это у меня есть вот прямо отдельная строчка, отдельный пункт в моем списке. Пока у меня не идеальное произношение, мне рано говорить с носителями. Был у меня в практике такой случай. Пришел ко мне на урок мужчина, преподаватель в университете. Человек очень начитанный, образованный. У него прекрасное произношение, прекрасное, да. Это я вам говорю как вот человек, который работает с произношением. Шикарное произношение, местами даже не было акцента. Какая у вас мотивация? Зачем вам это нужно? И слышу от него ответ: у меня пока плохое произношение, и я не очень комфортно себя чувствую, когда говорю по-русски. И вот в таких случаях мне становится очень грустно, потому что этот человек мог бы наслаждаться общением с носителями языка очень давно. Настолько у него высокая планка, причем она не просто высокая, она такая иллюзорная, она несуществующая какая-то планка, да, что он просто себя тормозит и останавливает. Вы можете начинать говорить с носителями языка прямо сейчас. Неважно, какое у вас произношение. Хорошее произношение приходит само со временем. И некоторые еще добавляют, что хорошее произношение приходит только талантливым людям, типа людям с музыкальным слухом. Если бы это было так, то на иностранных языках у нас говорил бы только Моцарт, Бах, ну, может быть, Элтон Джон. Если вы никогда не играли на музыкальных инструментах и не поете, и вообще не слушаете особо музыку, это не значит, что вы себе должны отказывать в хорошем произношении. Что касается того, что произношение приходит само
и со временем. Да, действительно, произношение улучшается со временем. Просто потому, что фонетический аппарат начинает привыкать к новому укладу. И оно само тоже может улучшиться немножко. Но может и не улучшиться, если им не заниматься. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais poupou! В общем, над произношением нужно и можно работать. Его можно улучшить с помощью тренировок. И тех из вас, кто хотел бы работать над своим произношением на русском языке, я приглашаю на свою страничку Patreon или Boosty. Если вы хотите улучшить свое произношение, разговаривать на русском языке и понимать носителей русского языка, присоединяйтесь к нашему сообществу на Патреоне или Boosty. Там вас ждут дополнительное видео с разбором диалога каждый месяц, тренировка в нашем shadowing-чате, тренировка вашего аудирования, вашего понимания на слух. Совсем скоро там будет новая фишка — аудиотренажер для тренировки отдельных аспектов, отдельных звуков. И групповая встреча каждый месяц. Всю эту программу мы начинаем уже в феврале. И чтобы не пропустить подробности, цены, даты, темы и так далее, подписывайтесь на Patreon и Boosty прямо сейчас. Там можно оформить подписку бесплатно, просто чтобы быть там. И тогда вы получите от меня сообщение с подробным описанием всей этой программы, и вы точно не пропустите начало этих тренировок. Ссылки на Patreon и Boosty оставлю в описании к этому видео. А мы переходим к следующему пункту в моем списке иллюзий и мифов. Вот я выучу язык один раз и на всю жизнь. Вот сейчас я вложу туда энергию, силы, время, но зато я всю оставшуюся жизнь буду знать этот язык. Мы как-то с одной моей студенткой разговаривали об этом и нашли такую классную метафору. Изучение языка — это не как научиться кататься на велосипеде. Если вы научились кататься на велосипеде, то вы в любом возрасте, через любое количество лет возьмете велосипед, сядете и поедете. Менее или более уверенно, но поедете. Это навык, который вы берете один раз на всю жизнь. Изучение языка похоже скорее на спорт. Вот представьте, что вы хотите классную фигуру, классную спортивную форму. И вы, конечно же, мечтаете, что вот сейчас я полгода похожу в тренажерный зал, побегаю, поплаваю там, и у меня будет идеальная фигура всю оставшуюся жизнь. В реальности получается совсем не так, да? Конечно, вы, наверное, не забудете все вообще, но очень многое забывается. И самое главное, навык говорения уходит. Знаете, здесь в Венгрии я встретила много людей, которые закончили школу лет 30-40 назад, и в школе они изучали русский язык. А после школы не практиковали его никак. И вот когда эти люди узнают, что я из России, они говорят: о, я когда-то учил русский язык. Вот сейчас вот вспомню. Здравствуй, учитель. Все, на здравствуй, учитель воспоминания заканчиваются. Короче, если вы начинаете изучать какой-либо иностранный язык, будьте готовы к тому, что вам придется поддерживать форму постоянно, если вы хотите продолжать на нем говорить. Усилия прямо пропорциональны результату. Бывают разные периоды в изучении языка. Иногда бывают очень продуктивные периоды, когда вы чувствуете, что каждый час вашего занятия приносит вам какой-то результат. И вы лучше и лучше разговариваете с каждым часом. А бывают периоды, когда нету такого быстрого продвижения. И про это мой следующий пункт.
Я нахожусь на плато. Я не верю в плато вообще в изучении языка. Объясню почему. Изучение языка можно нарисовать вот такой фигурой. Перевернутый треугольник такой. Да? В начале, когда мы только-только начинаем, мы движемся вверх достаточно быстро. Объем информации небольшой. Да? Чтобы начать говорить, нам нужно выучить первые 10 глаголов, первые 50 существительных, местоимения личные, да, и там один падеж. Достаточно уже, чтобы начать говорить. А вот дальше, по мере того, как мы продвигаемся на уровень А2, Б1, Б2, скорость нашего продвижения наверх становится меньше. Но это не потому, что мы стоим на месте, а просто потому, что объем информации на высоких уровнях больше. И чтобы продвинуться наверх, подняться на ступеньку выше, нам нужно покрыть гораздо больше информации, чем в самом начале. Главное — это... И тут каждый из вас напишет что-то свое. Чаще всего я слышу такую фразу. Главное — выучить 1000 слов. Вот ты выучишь этот вокабуляр, и все. И можешь уже говорить, понимать. Да, там грамматика придет потом, произношение вообще, но только для талантливых. Короче, главное — выучить список слов. Вообще, когда говорят, главное — это выучить список слов для русского языка, это звучит очень неправдоподобно. Каждый, кто начинает изучать русский язык, сразу с первых уроков видит, что в русском языке очень много грамматики. И грамматика очень сильно нужна, чтобы строить даже простые предложения. Не получится просто взять 3 отдельных слова, соединить их и получить что-то вразумительное, что-то понятное. Но даже учитывая это, я никогда не скажу, что главное в русском языке — это грамматика. Ну, смотря для чего, конечно. Если вы хотите просто сдать какой-то грамматический тест, может быть, главное заниматься грамматикой. Но если вы хотите говорить, нет, это не главное. А что тогда главное, вы меня спросите? И, наверное, мой ответ вас расстроит, но я скажу, что главного просто нету. Ну или главное все. И грамматика, и лексика, и фонетика. Все главное. That's a lot of information to get in 30 seconds. Забыла одну иллюзию про фонетику. Мой акцент — это моя индивидуальность. Вы не поверите, но я встречала людей, которые боятся избавиться от своего акцента на иностранном языке. Они боятся, что если они избавятся от акцента, то уйдет какая-то их изюминка, индивидуальность, особенность, уникальная черта. Сейчас я вам объясню, почему я начинаю улыбаться, когда я это слышу. Потому что, ребята, избавиться от акцента вообще непросто. Ну, вы, не надо этого бояться. Не надо этого бояться, это не произойдет с вами в один день. Когда люди боятся избавиться от своего акцента, у меня это вызывает улыбку, потому что я понимаю, что боятся они, скорее всего, не этого, а боятся они, что у них не получится улучшить свое произношение. Скорее вот что. Поверьте, даже без акцента, даже без ошибок, у вас будут другие средства, языковые в том числе, чтобы выразить свою индивидуальность. Как только вы выйдете на какой-то плюс-минус высокий уровень русского языка, вы станете тоже своего рода носителем этого языка со своими индивидуальными чертами, со своим вокабуляром и своим опытом. Если поехать в страну изучаемого языка,
то сразу выучишь этот язык. Когда я приехала в Венгрию, мои венгерские родственники, как один, начали мне говорить: да вот 2 месяца, и ты будешь уже говорить на венгерском. 2 месяца, ну максимум 3, максимум 3. И я на них смотрела. Поехать в другую страну — это, конечно, бесценный опыт. Это может быть очень полезно. Но знаете, сколько людей, которые уехали в другую страну и все равно нашли носителей своего языка и общаются только с ними, и вообще не практикуют иностранный язык. Следующая иллюзия тоже очень интересная. Звучит она так. Носители русского языка будут говорить так же четко, понятно, ясно и красиво, как мой учитель русского языка. А еще носители русского языка не делают ошибок. Они же носители. Такое обожествление носителей языка, оно, конечно, приводит к чему? К расстройству. Обычный нормальный носитель, не учитель, не лингвист, не тот носитель, который изучает иностранные языки. Он не обязан знать, какие слова вы знаете, а какие не знаете. Он не обязан знать, что для вас просто, а что для вас трудно. Ну и уж про ошибки это вообще. Носители языка, конечно же, делают ошибки. Конечно же, делают ошибки, просто они такие вот свои. Да. Но слава богу, есть такие каналы, как мой, например, и вы можете здесь найти какие-то фишечки, подсказки, которые помогут вам понимать реальную речь носителя языка. Еще раз напоминаю вам, что больше материалов, больше работы над этим у меня происходит на Патреоне и на Бусти. Мы с вами уже очень близки к концу моего списка. Предпоследний пункт. Чтобы говорить на иностранном языке, достаточно просто много слушать и читать. Слушать, читать и говорить, и еще писать, кстати. Это 4 разных навыка. Это разные вещи, разные навыки. И если вы хотите говорить на русском языке свободно, вам нужно говорить. Вот. Слушать тоже здорово, читать тоже здорово, и писать тоже очень помогает. Но если у вас цель говорить, вам нужно говорить. Последняя иллюзия, последний пункт в моем списке сегодня. Мне поздно изучать иностранный язык. Особенно, конечно, забавно это слышать от людей, которым лет 30-35. Это вообще... У меня есть студенты, которым 30, которым 50 и немного за 50, которым за 70. И все они успешно изучают иностранный язык, русский язык. И главное, получают от процесса удовольствие. Ребята, поздно или рано — это только вот здесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие иллюзии встречали вы лично. Я, на самом деле, со многими из этих иллюзий знакома не понаслышке, не только от своих студентов. Очень многие иллюзии я прочувствовала сама. И если у вас есть чем дополнить мой список, тоже обязательно пишите. Кроме того, в комментариях вы можете смело задавать вопросы, и на самые интересные вопросы я постараюсь отвечать раз в неделю в коротком видео. Я желаю вам получать удовольствие от всех процессов в вашей жизни. До скорой встречи. Пока-пока.